одним из самых больших разочарований, с которым сталкиваются эмигранты и экспаты, которые приезжают в Италию, является первая, самая главная статья расходов. Это, конечно же, я, грубо говоря, должна думать только о себе. На самом деле меня больше не удивляет тот факт, что итальянцы до 40 лет живут со своими родителями. Можно ли в итоге назвать жизнь в Италии дольче витой? Ребята, всем привет! Меня зовут Карина, и я живу в Италии, в прекрасном Риме, уже 4,5 года. И сегодня я расскажу вам правду о жизни здесь, без розовых очков и туристических иллюзий. Мы разберемся, какие на самом деле зарплаты в Италии, как обстоят дела с арендой недвижимости и почему на самом деле Дольче Вита — это не всегда про сладкую жизнь. Так что если вы задумываетесь о переезде или вы просто хотите узнать, каково это жить в Италии, продолжайте смотреть, будет интересно. Итак, начнем, наверное, с моей первой поездки в Италию, которая состоялась в 2010 году. Италия стала для меня первой европейской страной, которую я посетила, и я, как сейчас помню, очень хорошо тот день, и как практически сразу же у меня случился некий матч, потому что в тот самый момент, когда я только вышла из самолета, я вдохнула этот морской итальянский воздух, увидела это небо, эти пейзажи, улыбающихся людей вокруг, и вот реально нисколько не преувеличиваю, ко мне сразу же пришла в голову мысль: боже, я хочу жить здесь. Хотя я еще толком ничего не видела, я тогда прилетела на Сицилию. И с тех пор я возвращалась в Италию каждый год снова и снова, но по большей части я смотрела на Италию глазами туриста, то есть я не совсем осознавала реальную сторону жизни здесь. Мне все казалось прекрасным. Для меня, как с обычной девочки с Урала, это было просто чем-то невероятным. И в итоге в 2020 году, спустя 10 лет после своей первой поездки в Италию, я переехала в Рим одна, чтобы учиться в университете. И именно тогда началось мое знакомство с настоящей Италией, то есть уже не как у туриста, а как у человека, как у эмигранта, который пытается строить жизнь здесь, сталкивается со всеми проблемами. И, конечно, Италия всегда оставалась для меня невероятно красивой страной, но первые годы жизни здесь были действительно очень-очень сложными. Это был тот момент, когда мне пришлось снять свои розовые очки и задаться вопросом, а действительно ли вообще оно того стоит. Именно об этом я и хочу поговорить в сегодняшнем видео, а в частности затронуть два основных аспекта, которые, наверное, больше всего меня удивили, неприятно удивили и заставили взглянуть реальными глазами на жизнь в Италии. Итак, первое — это размер зарплат и насколько вообще они соответствуют реальной стоимости жизни здесь. И второе — это ситуация с арендой жилья и почему на самом деле снять квартиру в Риме далеко не так просто, как может показаться. Итак, поехали. Наверное, одним из самых больших разочарований, с которым сталкиваются эмигранты и экспаты, которые приезжают в Италию, являются зарплаты. Когда ты смотришь на зарплаты в Италии, особенно в крупных городах, например, как Рим, Милан, кажется, что в принципе это довольно неплохие суммы. Но когда ты начинаешь соотносить размер этих зарплат со стоимостью жизни, твоя картина немножечко меняется. Разберемся. Давайте вообще посмотрим на реальные цифры. На 2024 год средняя зарплата в Италии — это примерно 1700 евро в месяц. Это нетто сумма, которую вы получаете каждый месяц на руки. Но при этом давайте учитывать, что ситуация в разных регионах абсолютно разная. И разница в размерах средних зарплат между севером и югом может быть просто колоссальная. А конкретно на севере Италии, в частности, в таких регионах, как Ломбардия, где находится Милан, зарплаты выше, и средняя зарплата там составляет около 2000 евро в месяц. В то время как ситуация на юге Италии, то есть в таких регионах, как Сицилия, Калабрия, средние зарплаты намного-намного ниже и могут составлять около 1000 евро в месяц. Что касается Рима, это столица Италии, и здесь на сегодняшний день средняя зарплата после вычета налогов составляет примерно 1500 евро в месяц. Что, на первый взгляд, может выглядеть неплохо, но
так ли это на самом деле. И должна сразу же сказать, что даже если вы работаете в крупной международной компании, это еще далеко не значит, что ваша зарплата будет многим выше. Например, я сейчас работаю в одной из консалтинговых компаний Big Four здесь, в Риме, и это одна из самых престижных компаний в мире с миллиардными оборотами ежегодными. Но, тем не менее, даже здесь зарплаты для меня стали неким разочарованием. Особенно если сравнивать с общеевропейским уровнем. Например, то, что в Италии может считаться приличной, хорошей зарплатой, в таких странах, как Франция и Германия, может быть минимальным уровнем дохода. Итак, почему же 1500 евро в месяц это на самом деле далеко не так уж и много? Когда я жила в России на моем последнем рабочем месте, я зарабатывала порядка 300 евро в месяц по сегодняшнему курсу. Сейчас эти цифры кажутся для меня, конечно, вообще чем-то невероятным, но как бы на тот момент на эти деньги я, в принципе, могла нормально жить, потому что и цены были совершенно другими. И, конечно же, имея зарплату в 300 евро в месяц, я думала, что даже 1000 евро в месяц, не говоря уж там 1500, это просто какие-то супер огромные деньги. То, что мне казалось на тот момент. Но, конечно же, я не учитывала тогда стоимость жизни здесь, в таком городе, как Рим, например. Давайте посмотрим, какими могут быть базовые расходы. Итак, первая, самая главная статья расходов – это, конечно же, аренда. Боль каждого иммигранта. И, разумеется, в таких городах, как Рим и Милан, цены на аренду просто какие-то сумасшедшие. Окей, чтобы вы понимали, если вы хотите снять более-менее какую-то приличную квартиру в Риме в более-менее нормальном районе, и это будет маленькая квартирка, это будет типа как студия, здесь они это называют монолокали, вам обойдется это, ну, как минимум в 1000 евро в месяц. Окей, включая коммуналку, но 1000 евро в месяц придется заплатить. Это однозначно. Ну, я думаю, что мы с вами согласимся, что при зарплате в 1500 евро в месяц отдавать 1000 евро в месяц за аренду, это, как бы сказать, не представляется возможным. Именно поэтому большинство здесь арендуют комнаты в квартирах. Комната, опять же, давайте сразу же оговорюсь, я сейчас беру приличные комнаты в хороших, в нормальных районах. То есть не где-нибудь на отшибе, не комнату в квартире, где с вами будут жить 50 человек. Я сейчас беру реально вот нормальные условия. За приличную комнату на сегодняшний день вам придется отдать от 600 до 800 примерно евро в месяц, что тоже на самом деле не так уж и мало, но все равно лучше, чем 1000 евро, как бы там ни было. Дальше берем базовые расходы, такие как еда, транспорт, медицина. На еду, на продукты, ну, опять же, как бы у каждого индивидуально, но я бы сказала, что от 250 до 350 в месяц это на продукты, если при этом в основном готовить дома. Далее, транспорт. На сегодняшний день месячный абонемент в Риме стоит 35 евро, но, разумеется, если у вас есть машина, то расходы намного-намного увеличиваются, то есть это бензин, страховка, содержание машины и так далее. Далее, что касается медицины. В Италии есть бесплатная государственная страховка, но даже несмотря на это, если врач вам выписывает направление на какие-то анализы, скорее всего, вам все равно придется за них платить. На своем опыте могу сказать, что недавно я ходила сдавать анализы, это просто был анализ крови, причем по направлению от своего врача, и мне все равно пришлось заплатить за это практически 100 евро, даже несмотря на то, что меня направил врач. Так что, да. Итак, если мы вычтем все базовые расходы, то можно сказать, что под конец месяца у нас останется, ну, в лучшем случае, примерно 300-400 евро свободных денег. Много ли можно позволить себе на эту сумму, учитывая, что мы живем в Италии, нам хочется путешествовать, нам хочется ходить на аперитивы, нам хочется ходить в рестораны. Настолько ли это все будет доступно? Реальность такова, что ужин в ресторане обойдется примерно в 30-50 евро на человека. Если вы хотите куда-то поехать на несколько дней, то даже самый обычный простенький bed and breakfast — это
ну, уже как минимум, мне кажется, 100 евро за ночь. В общем, даже короткие поездки могут выйти в довольно приличную сумму. Так что, ребят, как видите, на среднюю зарплату в Риме особо не разгуляешься. Если при этом хочется путешествовать, откладывать деньги, это действительно может быть довольно сложно. И это я сейчас учитываю расходы только лишь на одного человека, потому что я живу одна, у меня нет партнера, у меня нет детей. Я, грубо говоря, должна думать только о себе. А как живут люди на такие зарплаты, у которых есть семьи, я, если честно, не имею ни малейшего понятия. Это должно быть действительно очень-очень сложно. Если вам интересно более детально разобраться в зарплатах в Италии, то, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, и я могу снять отдельное видео на эту тему, потому что тема на самом деле довольно обширная. Я могу рассказать о том, как рассчитывается зарплата нетто, какие здесь размеры налогов. Сразу же скажу, они здесь просто невероятно огромные. Как самостоятельно рассчитать свою зарплату нетто, например, если вам предлагают работу, как понять, сколько в итоге у вас будет оставаться на банковском счете, ну и в целом, сколько нужно зарабатывать в Риме, чтобы жить комфортно. Если вам интересны ответы на эти вопросы, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях. А мы идем дальше. Итак, теперь давайте поговорим про аренду жилья в Италии. Это действительно, ну, просто однозначно одна из самых-самых больных тем для любого эмигранта, и не только, в принципе, в Италии, а вообще во всей Европе. Особенно, если вы живете один. И живя в таких городах, как Милан или Рим, вам придется заплатить приличную сумму, чтобы снимать отдельную квартиру. Как я уже сказала ранее, аренда более-менее приличной квартиры в Риме обойдется вам порядка 1000 евро в месяц. Если вы хотите снять более просторную квартиру или, например, поближе к центру, то здесь уже, я думаю, от 1200-1300 евро точно. Именно поэтому большинство приезжих здесь арендуют комнаты в квартирах, и это здесь совершенно нормально. Даже люди за 30, за 40 лет арендуют здесь комнаты, ну, просто потому что с такими зарплатами реально может быть, ну, очень-очень сложно арендовать квартиру, потому что 1500 евро — это средняя зарплата, но учитывайте, что очень многие здесь зарабатывают даже меньше 1500 евро, то есть зарплата может быть и 1200, и 1300 евро. Конечно же, на такие деньги не может идти никакой речи о том, чтобы снять отдельное жилье. Но самое удивительное, даже если вы можете позволить себе снять отдельное жилье, у вас есть на это деньги, сделать это будет не так уж и просто, особенно если у вас нет постоянного рабочего контракта. Но даже с контрактом ситуация не сильно лучше, потому что спрос на квартиры в Риме просто невероятно высокий. На одну квартиру может быть очередь чуть ли не в 100 человек. И из-за того, что спрос намного превышает предложение, люди очень часто готовы платить просто какие-то безумные деньги, намного выше рыночной стоимости, лишь бы только забронировать за собой квартиру. Сейчас хочу поделиться прекрасной новостью. С 1 марта я наконец-то переехала в отдельную квартиру. Да, после 4,5 лет жизни в Риме я наконец-то смогла снять отдельное жилье. И я просто безумно счастлива. Это было непросто, но я это сделала. В конце концов, даже если это непросто, это все равно возможно. Раньше за свою последнюю комнату я платила 650 евро в месяц, и это включало коммуналку. Комната находилась в очень хорошей зоне, но мне приходилось делить квартиру с 3 девочками. То есть нас было 4 человека в одной квартире. Квартира была очень маленькая, это было очень-очень многолюдно и довольно дискомфортно. Сейчас я живу в пригороде Рима, но на самом деле это не так уж и далеко, то есть до центра города я могу доехать примерно за 40-50 минут. Это, это не так уж и плохо. Цены здесь в любом случае ниже, чем в Риме, но даже несмотря на это, мне приходится отдавать примерно половину своей зарплаты сейчас только за аренду и за коммунальные платежи. Но, несмотря на это, я все равно безумно счастлива, что наконец-то живу одна. Так что порадуйтесь за меня, пожалуйста, вместе со мной. В общем, после всех этих страданий, связанных с жильем, здесь в Риме, знаете, на самом деле меня больше не удивляет тот факт, что итальянцы до 40 лет живут со своими родителями,
Я их прям теперь очень хорошо понимаю, потому что если ты не живешь со своим партнером или если ты не живешь со своими родителями, отдавать такие безумные суммы чужому человеку только лишь ради того, чтобы жить одному, ну, это немножечко, конечно, нецелесообразно. И, наверное, если бы у меня была такая возможность, я бы тоже подольше пожила бы с родителями, но при этом я могла бы откладывать часть денег и, не знаю, например, накопить на первый взнос, чтобы купить свою собственную квартиру. Вот, я думаю, что это был бы, наверное, намного лучший вариант, если бы была такая возможность. И, кстати, я думаю, что, наверное, тема поиска жилья в Риме тоже заслуживает отдельного видео. Я бы с удовольствием рассказала более подробно, как мне удалось вообще найти эту квартиру, где я искала, как я искала, какие документы мне для этого потребовались. Так что да, если вам это интересно, пожалуйста, тоже дайте мне знать в комментариях. Ну а мы идем дальше. Итак, можно ли в итоге назвать жизнь в Италии дольче витой? Ну, скажем честно, и да, и нет. С одной стороны, мне здесь действительно очень нравится. Если бы мне здесь не нравилось, я бы, наверное, уже давным-давно бы уехала. Здесь потрясающий климат, очень-очень много солнца, море, и просто потрясающие пейзажи. В целом, это удивительно красивая страна. Куда бы ты ни поехал, даже в какую-нибудь самую маленькую деревушку, ну, реально, ребят, красиво просто везде. Далее здесь восхитительная еда, очень вкусные и, самое главное, свежие продукты круглый год. Ну и, разумеется, замечательные люди. По-настоящему открытые, дружелюбные, которые умеют наслаждаться жизнью и ценить простые радости. Ну и, конечно же, есть минусы. Это нормально. Нет идеальной страны. Везде есть свои плюсы и минусы, в частности, в Италии. Как я уже отметила, это низкие зарплаты, сложности с арендой, но также я бы упомянула высокий уровень безработицы, здесь довольно сложно, может быть, найти работу, и я бы отметила местами довольно консервативный менталитет, ну и вообще в целом, конечно же, это в любом случае другая культура и менталитет, который довольно сильно отличается от моего. Мне, например, было довольно сложно привыкнуть к определенным аспектам жизни здесь, и, конечно же, потребовалось время на адаптацию, но это нормально, все-таки это другая страна и другая культура. Так что все требует времени. Ну и вообще, конечно, да, многие туристы, которые сюда приезжают, отмечают то, насколько до сих пор Италия консервативна, особенно в плане технологий. Но я должна сказать, что я вижу позитивные изменения. Например, на сегодняшний день в Италии уже, ну, везде практически можно расплатиться картой. Apple Pay уже не является чем-то странным, непонятным и удивительным. Вот, потому что еще буквально несколько лет назад далеко не везде был возможен безналичный расчет. Хоть и медленно, но все-таки прогресс есть. Так что, да, наверное, вывод такой, что не бывает идеального места, везде есть свои плюсы и минусы. Я люблю Италию такой, какая она есть, со всеми ее сложностями, контрастами, ну и, конечно же, с ее красотой. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, что вас удивило, с чем вы согласны или, может быть, не согласны, и какие бы темы вам хотелось бы, чтобы я раскрыла в своих следующих видео. Но если вы тоже живете в Италии или собираетесь переезжать сюда, тоже напишите мне, я буду очень-очень рада пообщаться и законнектиться. Спасибо большое за просмотр, и всем желаю чудесного дня. Чао-чао!